Вот такой обалденно вкусный ужин я сделал. Пюре, картошка, редька и морковка, курица двойного приготовления и в качестве свежести еще подал маринованный перец. И на сладкое я сделал молочный пудинг с джемом. Если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню, время готовить. И сегодня я хочу сделать второе и третье блюдо. В качестве второго блюда хочу сделать пюре морковка с редькой. Это обалденно вкусно, у нас семья это любит. И к этому в качестве мяса хочу сделать курицу двойного приготовления. И на третье блюдо в качестве десерта хочу сделать ванильный молочный пудинг с пакета, который продается в холодном виде. То есть в первую очередь мы займемся приготовлением этого пудинга. А что время не терять, покажу, что и как я буду делать. Может быть, я подкину идею сделать то же самое или что-то наподобие такого. Итак, в первую очередь я взял молоко 750 грамм по инструкции, и сюда добавляем этот порошок пудинга. И все хорошо как следует перемешаем. Запах ванилина пошел. Сейчас как следует все это мы перемешаем и поставим вариться. И дадим покипеть 2-3 минуты. Теперь можно поставить на плитку и будем помешивать. Итак, наш пудинг я уже перенес на маленький газ, он закипел, и сейчас я помешиваю, еще дам покипеть еще минуточку, и тогда можно будет снять с газа и все перенести в пиалочки или формочки. Так, я выключаю газ теперь, и теперь мы перенесем все в формочки. Поварешка и сюда. Так. И подается это в холодном виде. Вот и все. У нас 4 человека, 4 пиалочки, каждому по десерту. Так что пускай теперь остывает. Итак, курица двойного приготовления. В первую очередь нам надо творить курицу. Сейчас я куриные кусочки вымыл, залил водою. Как закипит, мы снимем пеночку и заправим. В то же время я взял редьку тоже или брюкву, порезал, очистил, также и морковку. Но так как редька была очень маленькая, я сюда добавил еще пару картошин тоже. Это будет для пюре. Итак, у нас курица закипела. Поставил на маленький огонь, снимаем пеночку. Все это. Теперь подсолим слегка по вкусу. Добавим перец. Добавлю смесь польских приправ, такая у меня здесь, чтобы все вкуснее было. И накрываем. И пускай это у нас готовится до готовности курицы. Итак, курица у меня сварилась, я кусочки вытащил. Бульон не стал вливать, потому что завтра я буду делать суп, значит бульон буду завтра пользоваться. Тем временем я взял одну луковицу, порезал и приготовил кусок масла. Здесь у меня сковородка. Включаю газ под сковородкой. Добавляю сливочное масло. Немножечко постное масло, чтобы сливочное масло не подгорало. И добавляем лук сюда. И слегка пережарим лук. Пока лук там немножко жарится, у меня здесь немножко укропа есть и кориандр. Мы сейчас порежем и мы в самом конце добавим. Он даст свежести и красоту нашему блюду. Люблю добавлять зелень везде. На этом все нарезки у нас закончатся теперь. На этом этапе я добавлю немного порошок чеснока и перец.
молотый, белый. И как следует все это перемешаем. И теперь сюда мы перенесем курицу. И дадим слегка пережариться. В этот момент можно накрыть. Пускай потихонечку жарится и тушится таким образом. Так, курица потихонечку жарится. Время от времени будем поворачивать. И пускай жарится. Это время от времени поворачиваем, чтобы равномерно у нас все жарилось. Итак, картошка, овощи у нас сварились. Для пюре делаем обычным способом. Я добавлю масло, сливки, перец, солим по вкусу. Делаем как обычным образом и делаем толчунку. Ну, вот такой финальный результат получился. Выглядит аппетитно, а запахи вам просто не передать. Очень вкусно все получилось. И сладкое блюдо, пудинг, и я еще добавил туда джем. Итак, сегодня сам поделился еще одной идеей, что можно приготовить на обед или на ужин. А в моем случае я сделал курицу двойного приготовления. Сначала сварил, потом пожарил на луке. Это получилось обалденно вкусно. И также я сделал пюре картошка, редька и морковка. Я вначале думал, что редька и морковка будет, а просто посмотрел, что редьки очень мало, и тогда решил чуть добавить картошки. Все равно получилось обалденно вкусно. И на сладкое я показал, может быть, подкинул вам идею сделать тоже молочный пудинг. И я решил подать этот молочный пудинг в холодном виде. И, конечно же, добавил немножко варенья или джем. А на этой аппетитной ноте хотел с вами прощаться. Пожелать вам самого наилучшего. А моя семья садится теперь за ужин. А вам хочу пожелать: берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.